Они начинали в тесном общежитии, где спали буквально друг на друге и ели в дешевых магазинах. Сегодня на их запястьях часы стоимостью в квартиру в Сеуле, а модные дома Франции дерутся за право одеть их. Кто из бродячих детей стал настоящим тайным магнатом? Мы посчитали чужие деньги, от авторских отчислений Срирача до миллионных контрактов с Versace. Вы удивитесь, но самый богатый участник вовсе не тот, о ком вы думаете. Золотые ручки Stray Kids, империя Срирача. Давайте честно, в индустрии кей-поп большинство групп – это просто красивые исполнители. Им дают песню, ставят танец, выбирают костюм, и их задача – просто идеально это показать. Но Stray Kids сломали эту систему, и именно здесь скрыт главный секрет их банковских счетов. Пока другие айдолы ждут зарплату от агентства, тройка лидеров Бан Чан, Чанбин и Хан, известные как Срирача, буквально печатают деньги. Они не просто пишут рэп или пару строчек текста. Они создают музыку с нуля, от аранжировки до финального сведения. И это меняет все. Вы когда-нибудь слышали о КАМКА? Это Корейская ассоциация авторского права. Попасть туда в качестве полноправного члена – это как получить элитный пропуск в клуб миллионеров. И наши парни там давно свои. На счету Бан Чана уже более 180 зарегистрированных песен. У Чанбина и Хана более 150. Чтобы вы понимали масштаб, у большинства популярных айдолов в других группах, дай бог, наберется 10-15 песен за всю карьеру. Что это значит на языке денег? Это называется роялти или пассивный доход. Прямо сейчас, пока Чанбин спит, пока Хан ест чизкейк, а Бан Чан проводит трансляцию, им капают деньги. Кто-то включил ГАЦ-меню в Бразилии. Дзынь. Радиостанция в Париже поставила S-класс. Дзынь. Этот денежный поток не зависит от концертов или мерча. Это их личная интеллектуальная собственность, которая будет кормить их детей и внуков. Именно поэтому фанаты часто шутят, что Бан Чан купил здание JYP. Конечно, это преувеличение, но среди всех участников именно Срирача обладают самым стабильным и независимым источником богатства. Они не просто работники компании, они совладельцы своей музыки. И это делает их финансово неуязвимыми. Лица на миллион – Хёнджин и Феликс. Но если Срирача – это мозг группы, то Хёнджин и Феликс – это ее роскошная витрина. И поверьте, эта витрина стоит безумных денег. Пока продюсеры зарабатывают умом, эти двое зарабатывают своей внешностью и харизмой, и чеки здесь выписываются сразу с 6 нулями. Хёнджин – это официально принц Версаче. Донателло Версаче, глава модного дома, лично комментирует его посты и называет частью семьи. Стать глобальным амбассадором такого бренда – это значит получить контракт на миллионы долларов. Все, к чему прикасается Хёнджин, исчезает с полок магазинов за считанные минуты. Фанаты скупают сумки за $3000 просто потому, что видели их на фото в аэропорту. Это называется эффект Хёнджина, и бренды готовы платить за это любые деньги. А теперь посмотрите на Феликса. Его контракт с Луи Виттон – это, пожалуй, одна из самых громких сделок в индустрии. Его ангельское лицо в сочетании с тем самым глубоким голосом свело с ума креативных директоров в Париже. Феликс не просто сидит в первом ряду на показах, он стал настоящей музой. Когда он появляется на неделе моды, фотографы забывают про голливудских звезд, потому что все объективы направлены на солнечного мальчика из Stray Kids. Доходы от рекламы люкса часто превышают доходы от музыки. За одну фотосессию или один выход в свет в брендовом костюме Феликс и Хёнджин могут заработать столько, сколько обычный человек не заработает за 10 лет жизни. Так что, если Бан Чан богат стабильностью, то эти двое купаются в роскоши прямо сейчас. Скрытые богачи. Кто тратит больше всех? А что насчет остальных? Неужели они живут скромно? Как бы не так. Здесь начинается самое интересное, так называемая тихая роскошь. Возьмем, например, Чанбина.
Фанаты давно подозревают, что он был богат еще до дебюта. Помните ту знаменитую люстру в его родительском доме, которая стоит как хорошая иномарка? Чанбин никогда не кичится деньгами, но его коллекция часов и то, как легко он угощает всех участников, говорят сами за себя. Он – тот самый друг, который просто молча достает карту, когда чек превышает все разумные пределы. А Ли Ноу. Этот парень – настоящий король инвестиций в котов. Суни, Дуни и Дори живут лучше, чем большинство людей. Ли Ноу тратит огромные суммы на премиальный корм, ветеринаров и игрушки. Но это не все. Он известен тем, что регулярно жертвует крупные суммы в ЮНИСЕФ и помогает детям в Африке. Он носит дорогие бренды так, будто это простая домашняя одежда, и это высший уровень богатства, когда тебе не нужно никому ничего доказывать. И не забывайте про Макне, Айэна и Синмина. Если присмотреться к их аэропортным лукам, вы увидите бренды вроде Александр Маккуин и Лоэви. Их стиль выглядит простым и уютным, но один их свитер может стоить $1500, а сумка – все 3. Они выбирают качество, а не логотипы на всю грудь. Это стиль молодых миллионеров, которые знают себе цену. Пока Хёнджин сверкает на обложках, эти парни тихо скупают недвижимость и обеспечивают безбедную старость своим родителям. Кто платит за ужин? Черная карта лидера и реальные цифры. Но когда все 8 участников идут на ужин в дорогой ресторан, возникает вопрос, кто достает кошелек? Ответ всегда один – Бан Чан. Фанаты называют его «папочка» не просто так. Ходят упорные слухи, что у него есть та самая легендарная черная карта, элитная кредитка для 0,05% богачей Кореи, у которой практически нет лимита. Он платит за еду, за такси, за подарки. Почему он так щедр? Потому что он может себе это позволить. Давайте перейдем к цифрам, которые всех волнуют. Сколько конкретно лежит на их счетах прямо сейчас? Конечно, JYP держит точные суммы в секрете, но финансовые аналитики уже все посчитали, основываясь на продажах альбомов и турах. По самым скромным оценкам, общее состояние группы превышает $30 миллионов. Но деньги распределены неравномерно. Король списка, безусловно, Бан Чан. Благодаря авторским правам на почти 200 песен, его личный капитал оценивается примерно в $10-15 миллионов. Он – настоящий мультимиллионер, который зарабатывает даже во сне. Следом идут Чанбин и Хан, по разным данным, у каждого от 6 до 8 миллионов долларов. Их рэп – это буквально золото. Хёнджин и Феликс дышат им в спину. Их контракты с Versace и Louis Vuitton, плюс деятельность в группе, принесли им по 5-7 миллионов долларов чистой прибыли. Реклама – это быстрые и огромные деньги. Остальные участники – Ли Ноу, Синмин и Айен – владеют состоянием от 3 до 5 миллионов долларов каждый. По сравнению с Чаном это кажется меньше, но давайте честно, в свои 20 с небольшим они уже обеспечили себя на всю жизнь. Так что, когда вы видите, как Бан Чан снова оплачивает счет за всю компанию, знайте, для его бюджета это все равно, что для нас купить пачку жвачки. Но знаете, что в этой истории самое красивое? Не миллионы на картах и не брендовые вещи. А то, что, несмотря на все это богатство, они остались теми же искренними парнями, которые когда-то мечтали о дебюте в маленькой комнате. Каждая вона, каждый доллар – это результат их бессонных ночей в студии и бесконечной любви к нам, Stay. Они не просто получили эти деньги, они их выстрадали своим талантом и потом. Они заслужили этот успех, правда? Напишите в комментариях, кто из ребят вдохновляет вас больше всего работать над своей мечтой. С вами был канал Korean Stars. Подписывайтесь, здесь любят кей-поп по-настоящему. До встречи!